Продолжаем изучение свойств flex элемента, и у нас на очереди order. При помощи него мы можем менять порядок отображения flex элементов внутри flex контейнера. По умолчанию наши элементы отображаются в том порядке, в котором они расположены в разметке, а значение свойства order равно нулю. Значение в виде целого числа задается, отрицательного или положительного, а элементы встают по возрастающей. Здесь на примере мы видим, как order указан каждому из элементов navbar. Для лога мы могли и не указывать, но прописали для того, чтобы было понятно, order 0. Давайте поменяем порядок наших flex элементов. Закомментируем align items, чтобы было немного покрасивее, так скажем. И для желтого, допустим, укажем order 3. Для красного укажем четвертую позицию. Для оранжевого расположим на первое место. И нам остается 2. Order 2. Оранжевый видим первым. Поменяли порядок. И pink order 2. Желтый order 3. И красный order 4. Следующее свойство на очереди flex shrink. Если в контейнере не хватает места для расположения всех элементов без изменения размеров, то свойство flex shrink указывает, в каких пропорциях элемент будет уменьшаться. Чем больше значение у этого свойства, тем быстрее элемент будет сжиматься по сравнению с соседями, имеющими меньшее значение. Значение по умолчанию 1. Значение может быть любое целое положительное число, включая 0. На примере справа мы указали лого flex shrink 1. Оно и есть по умолчанию, и меню items flex shrink 1. И мы видим, что каждый дочерний элемент никогда не будет занимать меньше половины доступного пространства. У каждого элемента есть как минимум одна часть ширины родительского элемента. У логотипа 1/2 и у меню 1/2. Я надеюсь, это понятно, но еще закрепим на практике. Далее, flex grow. Это свойство указывает, может ли вырастать flex элемент при наличии свободного места и насколько. По умолчанию 0. По умолчанию, то есть оно не может увеличиваться. Значение может быть любое положительное целое число, включая 0. Если у всех flex элементов будет прописано flex grow 1, то свободное пространство будет равномерно распределено между ними. Если же одному из элементов задать flex grow 2, то в таком случае он постарается занять в 2 раза больше свободного места, чем его соседи. Как на примере справа, для логотипа мы указали flex grow 1, а для меню flex grow 2. И теперь наш логотип занимает 1/3 пространства, а 2/3 для пункта меню. И еще одно важное свойство flex элемента — это flex basis. Оно указывает на размер элемента до того, как свободное место будет распределено. Грубо говоря, начальное значение размера элемента. Но мы не говорим про ширину либо высоту, как вы заметили. Значение может быть размер любых относительных или абсолютных единиц, будь то RAM, пиксели и так далее.
Также можно использовать ключевое свойство auto. Оно указано по умолчанию. В таком случае при расчете размера будут приниматься значения свойств, либо width, максимальная ширина, минимальная ширина, или аналогичные свойства высоты, в зависимости от того, в каком направлении идет основная ось. Поэтому мы и не указывали здесь, не прописывали, э, не уточняли, можно так сказать, ширину, либо высоту указываем мы изначально, так как все зависит от направления э, основной оси. Если никакие размеры не заданы, а свойству FlexBasis установлено значение авто, то элемент занимает столько пространства, сколько нужно для отображения контента. На примере справа мы указали для лога 10% FlexBasis, а для меню 480 пикселей. И теперь лого занимает 10%, соответственно меню 480. Мы уже указали ширину каждого элемента 100 пикселей. Давайте это быстро закомментируем. И, допустим, мы хотим указать с помощью Flex Basis также ширину 100 пикселей. И видим, ничего не изменилось, все осталось на своих местах. Э, Укажем по умолчанию значение, это Flex Shrink по умолчанию 1, Flex Grow по умолчанию 0 и Flex Basis по умолчанию авто. Это можно закомментировать. Здесь мы напишем по умолчанию. Теперь, допустим, мы хотим изменить значение и распределение наших элементов. Для желтого элемента мы укажем Flex Basis 10%, пусть будет. Flex Shrink 1 и Flex Grow 0. Теперь он занимает изначально 10%. Для красного укажем 70 пикселей. И для оранжевого пусть будет 150 пикселей. Видим, что у Pink значение авто по умолчанию по ширине контента. Теперь попробуем сузить экран и посмотреть, что меняется. При сужении мы видим, что наша ширина элемента становится меньше и доходит до самого контента. Все потому, что у нас указана Flex Shrink единица. И они равномерно распределены и равномерно уменьшаются. Если мы, например, для оранжевого зададим 0 и попробуем уменьшить экран, видим, что все элементы уменьшаются, кроме оранжевого. Мы запретили ему уменьшаться на низких разрешениях. Вернем 1. Теперь для Grow. Помним, что Flex Grow отвечает за то, может ли вырастать флекс элемент при наличии свободного места и насколько. Если мы укажем Flex Grow, допустим, красному единицу, мы видим, что оно занимает все свободное пространство.
Все остальные элементы строго распределены по flex basis. Здесь, несмотря на то, что мы указали 70 пикселей, а, мы видим, что на самом деле ширина намного больше, 529. Все за счет того, что оно заняло все свободное пространство и увеличилось. Благодаря тому, что мы указали flex grow единицу. Я надеюсь, это понятно. Теперь мы можем указать краткую запись, чтобы каждый раз не писать все эти свойства. Flex. Для начала мы указываем flex shrink, в нашем случае единица, и по умолчанию также flex grow 1 и flex basis 70 пикселей. Мы указали все то же самое, но в сокращенной форме. Для начала я рекомендую все-таки писать полное название свойств, а потом уже, когда набьете руку, так скажем, уже появится больше практики, переходить к сокращенной форме написания. И последнее свойство, которое мы разберем, это align self. При помощи него мы можем выравнивать один или несколько элементов, иначе чем задано у родительского элемента. Например, в коде справа у родителя задано выравнивание по центру align items center, а для элемента с классом btn green для нашей кнопки tweet мы задали выравнивание по верхнему краю align self flex start. Оно также может принимать следующие значения, такие же как и line items у flex контейнера, то есть stretch, flex start, flex end и center. Мне кажется, это максимально просто, но все-таки давайте перейдем к практике и разберемся поконкретнее. Итак, допустим, мы хотим разместить наш блок желтый, зададим ему высоту 70 пикселей. Так, видим, что оно сразу изначально задано в начале нашей поперечной оси, если смотреть в сторону align items. И да, так и есть, align item stretch по умолчанию. И все наши элементы давайте укажем по центру. Для контейнера мы зададим align items center. Так, видим, что все выровнялись, за исключением красного блока. У него действует flex grow 1, как мы помним, и оно занимает все свободное пространство и никак не реагирует на align items. И теперь мы можем любой элемент flex контейнера разместить так, как нам захочется. Допустим, давайте возьмем и укажем оранжевому элементу с помощью align self, разместим его сверху с помощью flex start. Без проблем. Также мы можем указать для ping. Здесь я оставляю пробелы, вы сильно не обращайте внимания, лучше без них, для того, чтобы было нагляднее. И в конце я, конечно же, все это уберу. Align self давайте flex end в конце нашей поперечной оси. Видим, все срабатывает. И мы можем также сделать и с желтым, разместить как нам захочется. Можем поступить так же, как и с ping, то есть в конце поперечной оси. Можем по центру, но по центру у нас уже задан flex контейнер. Поэтому можем это не делать, а разместить в начале поперечной оси. Flex start.
Думаю, это было максимально просто. Это свойство тоже часто используется и помогает в разработке. Теперь давайте немного наведем красоту. Берем лишние пробелы. Так, отлично. В конце я подредактирую эту версию, и в архиве будет уже измененная со всеми значениями свойств, с комментариями небольшими, для того, чтобы было проще ориентироваться. Ну а теперь мы можем перейти к домашнему заданию.